Поговорим о том, что такое счастье. Есть множество наслоений различных смыслов на представление о том, что такое счастье. Многие представляют счастье как нечто отдаленное, как то, что достигается наличием неких факторов, которые будут способствовать обретению этого самого счастья. Но в этом и кроется заблуждение. Счастье – это то, что есть изначально, это то, что отражает суть вашей природы. Оно не дается извне, оно не приобретается. Очень часто люди бессознательно отождествляют счастье с соответствием неким шаблонам культуры, в которой они находятся. Они как бы натасканы на погоню за соответствием этим шаблонам. Все их внимание и устремления направлены на это. Получается такой шизофренический эффект. Человек пытается обрести внутреннее ощущение счастья через достижение каких-то внешних эффектов. Человек насилует сам себя в погоне за соответствием вместо того, чтобы направить всю энергию на то, что и так есть в нем. Может быть, то, что я сейчас говорю, может показаться немного странным, но счастье – это не есть наличие неких факторов. Все внешнее – это всего лишь временные условия, которые может быть, а может и не быть. Это те условия, делающие человека зависимым от них. Исходя из этой мысли, можно сделать вывод, что счастье безусловно. Конечно, каждый сам сделает свой вывод на субъективном уровне о том, что такое счастье, если, конечно, он видит необходимость сделать такой вывод. Восприятие сквозь призму хорошего и плохого. То, что человек считает хорошим и плохим, это всего лишь призма, через которую он оценивает мир. Это то приемлемое и неприемлемое для сложившейся в нем системе убеждений и ценностей, но воспринимая мир как целостное явление, он избавляется от этого разделения. Счастье невозможно через разделение. Счастье не существует ни в прошлом, ни в будущем. Оно возможно только здесь и сейчас, и с тем, что уже есть. Это не является вопросом обретения чего бы то ни было. Это то, что заключено в самой жизни, потому что это просто есть. И задача заключается не в том, чтобы делать что-то для обретения чего-то, а в том, чтобы освободиться от того, что мешает это прочувствовать и просто жить этим. В данном случае я имею в виду это не как инерционный процесс, а как процесс живой с абсолютной включенностью в настоящий момент и жизнь настоящим моментом. Это подразумевает отсутствие направленности своих устремлений на прошлое либо на будущее. Более того, это отсутствие каких-либо устремлений, так как устремление – это направленность на будущее. Счастье подразумевает смысл момента и отсутствие какой-либо проекции прошлого на будущее, либо настоящего на будущее. Счастье – это наличие определенных факторов. Если мы говорим, что счастье – это наличие определенных факторов в жизни, то это означает соответствие представлению о счастье. Но является ли вообще какое-либо соответствие счастьем? Представление о счастье как о соответствии порождает бесконечную погоню за этим соответствием, которая не приведет ни к чему, кроме дальнейшей бесконечной погони за ним. Так как наличие соответствия будет порождать потребность в еще большем соответствии, и это путь в никуда. Человек научен видеть все через призму обусловленности наличием внешних факторов. Но внешний фактор – это всего лишь атрибуты жизни, и нелепо думать, что они смогут наполнить внутреннюю жизнь, то есть то, кем вы на самом деле являетесь. Счастье – это не соответствие чему-то. Счастье – это всегда отражение вашей внутренней реальности. Оно возможно только в том, что есть сейчас. Это состояние видится людям как нечто окрыляющее или поверхностное, инертное состояние. Может быть совсем иной спектр чувств в жизни, но он, возможно, возникает при более значимых для человека событиях, чем то, что называется счастьем. Допустим,
Может ли мать испытывать счастье во время рождения ребенка? Скорее всего, она испытывает боль. То есть каждому процессу соответствует свой спектр чувств. Было бы странно стремиться только к ощущению чувства счастья. Это больше похоже на что-то не вполне здоровое. Кто-то связывает обретение чувства счастья с притуплением чувства относительно самого себя. Но может ли притупление такого чувства быть чем-либо конструктивным для человека? Современный человек распылен, он болезненно реагирует на любое нарушение комфортного понимания своего положения, ведь оно состоит из атрибутов, лишение которых оказывается болезненным для него, потому что атрибуты позволяют дистанцироваться от самого себя, тем самым мешая ему скрыться за ложной самоидентичностью. И причина той бессмысленности, которая порождается отсутствием этих атрибутов, кроется в утере человеком способности понимать свои настоящие потребности, как в то время, когда его инстинкты способствовали выживанию, так теперь они приводят его к тоске, потому проблема выживания перестали быть насущной проблемой. Его инстинкты парализованы, потому что теперь они не определяют его волю к жизни. Искусственная реальность под названием интернет может утвердить этого человека в любых заблуждениях, уже только потому, что интернет – это имитация деятельности, но не сама деятельность, при которой физиологические механизмы человеческой мотивации получали свою реализацию именно в реальности, а не в ее суррогате, как происходит в случае с интернетом. И как результат человек жалеет о том, кем он не является, вместо того, чтобы просто понять, кем он является.